Гинекомастия у мужчин – это рост молочных желез. Бывает разного характера – ложной или истинной. Истинная характеризуется увеличением тканей молочных желез, а ложная провоцируется ожирением, из-за которого молочные железы увеличивают свой объем благодаря отложениям жировой ткани. Причина гинекомастии у мужчин. Первая причина гинекомастии – это гормоны. Это избыток эстрогена, то есть женских половых гормонов, или недостаток тестостерона, то есть мужских половых гормонов. Вторая причина – это болезни. Например, сахарный диабет, патологии гипофиза, опухоли надпочечников, опухоли яичек и другие. Гино по причине болезни бывает примерно у 1–2% мужчин. Третья причина появления гинекомастии до сих пор неизвестна. Примерно 25% мужчин имеют эту болезнь по неизвестным науке причинам. Гинекомастия может развиваться в разном возрасте, от первых месяцев жизни до преклонных лет. Первое. В подростковом возрасте гинекомастия встречается примерно у 70% мальчиков. Это связано с нестабильностью гормонального фона и перестройкой гормональной системы. Второе. В возрасте после 40 лет гинекомастия встречается примерно у 50–60% мужчин. Часть из мужчин имеют гино еще с юношеского возраста. Другая часть имеют гино из-за диспропорции половых гормонов. Эта диспропорция может быть связана с неправильным питанием, нездоровым образом жизни, болезнями эндокринной системы или приемом определенных медицинских препаратов. Как провести самодиагностику груди? Первое. Если это мягкое уплотнение вокруг соска, это может быть ложная гинекомастия или, как ее еще называют, жировая или липомастия. При липомастии требуется снижение веса и увеличение физических нагрузок. Второе. Если это твердое уплотнение под соском, это может быть истинная гино, то есть увеличенная грудная железа. Третье. Если уплотнение только на одной стороне, оно твердое, и только с одной стороны соска, это может быть рак груди. Разумеется, пальпация – это лишь первичная диагностика. Точный диагноз получают после УЗИ и анализов крови. Как избавиться от гинекомастии? Первое. Необходимо потреблять животные жиры. В первую очередь нужно убрать диспропорцию женских и мужских половых гормонов. Эстроген и тестостерон и вообще все стероидные гормоны строятся из холестерина. То есть нужно нормализовать питание, чтобы мужчина употреблял нужное ему количество полезных животных жиров. Мы рекомендуем употреблять ежедневно полграмма животных жиров на 1 кг массы тела. То есть мужчине с весом 80 кг нужно употреблять примерно 40 грамм полезных животных жиров в сутки. Это могут быть творог, сливочное масло 82,5%, яичный желток, рыба. Если коррекция жиров не помогла, нужно проверить печень, так как именно в ней вырабатывается холестерин. Если печень перестает работать, нарушается синтез тестостерона. Гино по причине проблем с печенью встречается примерно у 7–8% мужчин. Второе. Необходимо сократить выработку эстрогена. Для этого нужно полностью убрать из рациона рафинированный сахар, а также кондитерские изделия и напитки, его содержащие. Также нужно исключить или сократить до минимума кондитерские изделия из белой муки. Очень вредны в этом отношении фитоэстрогены, находящиеся в пиве, и ксеноэстрогены, находящиеся в пластике. Пиво можно смело назвать напитком, превращающим мужчин в женщин. Относительно ксеноэстрогенов сложнее, так как они почти везде. Нужно исключить соприкосновение пищевых продуктов с пластиком и полиэтиленом. То есть не покупайте продукты и жидкости в пластиковой упаковке. Если вы что-то купили в пластике, дома сразу переместите это в стеклянные контейнеры или емкости. Это относится и к воде. Храните воду в стеклянной таре. Если перечисленное не дало результатов, можно попробовать антиэстрогенные БАТы или препараты. Однако их можно принимать только под присмотром врача. Третье. Нужно увеличить выработку тестостерона. В первую очередь это регулярные силовые тренировки, не менее 3 раз в неделю. Заниматься нужно с тяжелыми весами, не более 1 часа за одну тренировку. Сразу скажу о том, что вредит выработке нормального количества тестостерона. Это голодание, отсутствие в питании полноценного белка, например, при веганстве, и регулярное переедание, приводящее к ожирению. Поскольку тестостерон относится к гормонам стероидной группы, то для его синтеза необходимы белок и холестерин. Полноценный по составу белок, содержащий весь спектр аминокислот, находится в белковых продуктах животного происхождения – мясе, рыбе, птице, морепродуктах, яйцах и молочных продуктах. Именно они содержат необходимый холестерин, из которого в дальнейшем синтезируются и половые гормоны.
Соответственно, чтобы вырабатывалось достаточное количество тестостерона, необходимо включать в рацион эти продукты. Ожирение также вредно для тестостерона, как и голодание, поэтому лучше употреблять эти продукты меньшей жирности и не забывать сочетать их с овощами, фруктами и зерновыми продуктами. Больше о повышении тестостерона смотрите в видео, ссылки на которые находятся на экране под этим видео. Четвертое. Нужно исключить медицинские и спортивные препараты, которые влияют на гормональный фон. К ним относятся гормональные средства, мочегонные средства, средства для лечения грибка, средства от эректильной дисфункции, средства от изжоги. При гинекомастии, вызванной приемом медикаментов, происходит замена препарата или снижение дозировки. Кстати, важно знать, мужчинам нежелательно пользоваться кремами или маслами с лавандой или чайным деревом. Эти масла оказывают влияние на мужские гормоны.